Здравствуйте, друзья! Как правильно питаться? И снова Хау-Кола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Автор Александр Рыкунов. В повседневной жизни нам довольно часто встречаются люди с избыточным весом. Проблема эта такая же плевая, как и многие подобные надуманные проблемы в нашей жизни. Будучи не раз в гостях у своих родственников дяди Леши и тети Дуси, проживающих в сельской местности Белгородской области, мне приходилось помогать им по содержанию их обширного личного хозяйства. Куры, утки, овцы, козы, свиньи и обязательно корова. Во время кормления животных меня больше всего удивляло то, что свиней кормили исключительно вареным картофелем и свеклой. На мой вопрос, зачем кормить свинью вареными овощами, если она прекрасно ест их в сыром виде, тетя Дуся ответила просто: «Сала не буде». Они говорили на украинском наречии. И пояснила, что если нужно, чтобы у свиньи пропало сало и осталось только мясо, то ей в рацион добавляют свежескошенную траву и сырые овощи. Что происходит со свиньей, когда ее начинают кормить вареными овощами? Вареная пища не содержит ферментов, которые погибают при нагреве выше 42 градусов Цельсия. Поэтому она быстро выводит из строя печень свиньи, и свинья обрастает дурным жиром – салом. Если же зажиревшую свинью начать кормить сырой, живой пищей, то печень восстанавливает свою работу и быстро очищает организм от отложений дурного жира. Вот вам и весь ответ на вопрос о том, как избавиться от избыточного веса. Достаточно перевести свое питание по максимуму на видовое питание человека, мякоть спелых плодов и живые, термически необработанные сухофрукты. И ваша печень восстановится очень быстро, заодно расправляясь с накопленным дурным жиром. Живое питание также оперативно удаляет многолетние залежи каловых камней в кишечнике. Именно они отвечают за огромный размер брюшины у тучных людей. Такие простые меры позволяют многим женщинам вспомнить о том, что у них есть талия. В дополнение к сказанному могу сказать, что я исключил свинину из своего рациона питания и вообще мясо, так как свинья имеет пугающее сходство своих внутренних органов с человеческими. Можно предположить, что свинья – это генетически изувеченные люди, и нас сделали каннибалами по незнанию. Об этом же сказано и в Коране. Возможно, это остаточное явление с тех времен, когда человечество развлекалось созданием гибридов человека и животных – кентавров, минотавров и так далее. Наука без нравственного начала – это обезьяна с гранатой. Не знаешь, когда и где рванет. Для постепенного перехода на живую пищу я употребляю смесь, добавляющую ферменты в вареную еду под названием кузьмич, которая состоит на 90% из ржаной муки, 10% белого пепла, из печки или много черной соли вместо пепла кузьмич, тогда соленый получается, и красного перца по вкусу. Для вкуса добавляю томатный соус, мука дает ферменты, пепел или черная соль дает минералы для насыщения фитиновой кислотой, которая содержится в муке, а перец снижает возможность кишечных заболеваний. Муку без пепла или черной соли употреблять нельзя, так как иначе фитиновая кислота изымет из вас минералы и оставит без зубов и волос. Пища должна иметь температуру не выше 40 градусов, иначе погибнут ферменты в муке. Недавно мне пришлось участвовать в спасении родственника, попавшего в больницу с инсультом. Попадают туда быстро. Сегодня ты смеешься и шутишь, а завтра лежишь в больнице в памперсах и нечленораздельно мычишь, а в лучшем случае несешь бред. Выход из инсульта находится там же, где и вход. Туда попадают с мертвой пищей, а выходят с живой. Люди попали туда, питаясь мертвой термически обработанной пищей,
От этого у них вылетела печень и стала пропускать в кровь грязь, забивая просветы кровеносных сосудов головного мозга. Официальная медицина не признает выход печени из строя при инсульте и инфаркте. Поэтому питание таких больных исключительно вареное, от чего больные быстро деградируют и отправляются на кладбище. В больничной палате из 4 человек за 3 недели один пациент при поступлении еще разговаривал, а к концу пребывания утратил речь и пребывал в бессознательном состоянии. Затем был отправлен в реанимацию. Второй, лежачий больной с нулевым улучшением, был отправлен домой. Третий был почти нормален и выписан домой. Четвертым был мой родственник, которого пришлось посадить на 100% живую пищу. Фрукты, сухофрукты, цветочная пыльца. Один раз я имел неосторожность дать ему на ужин больничную еду. Кусочек омлета и немного творожной запеканки. Отчего все улучшения были резко перечеркнуты. Если до ужина он разговаривал вполне адекватно, то через 10 минут после ужина понес бредятину, и возврат в более-менее нормальное состояние произошел только через 2 дня на 100% живом питании. Я также наблюдал, как съеденная пачка творога через 10 минут вызвала скачок давления у пенсионера до 190 мм ртутного столба с немедленной госпитализацией. Такой же эффект вызывает порция обыкновенной каши. И я был свидетелем отключения сознания у пенсионера сразу после еды и его смерти на 2-й день после потери сознания. Вышедшая из строя печень, как дырявое ведро, всю грязь пропускает в кровь, залепляя сосуды мозга, и организму ничего не остается, кроме как поднимать давление, чтобы подать кровь к мозгу. Если вылетела печень, шутки с мертвой едой закончились, и жить дальше на мертвой еде не получится. Инсульт и инфаркт поражают обладателей негероической печени, которая тихо-мирно вылетает и забивает грязью сосуды головного мозга, обрекая ее обладателей на слабоумие, инсульт или самоуничтожение сердца, инфаркт. Сердце получает кривые сигналы от зашлакованного центра управления работой сердца и может изорвать само себя просто в тряпку. Обладатели же героической печени кончают жизнь механической желтухой. У них печень сопротивляется мертвой пищей до последнего, но грязь в кровь не пропускает. Погибает на боевом посту вместе с ее хозяином, но сохраняет ему рассудок максимально долго. Чем отличается пожилой человек от молодого? У молодого мозг-процессор работает хорошо, но у него очень короткий жизненный хвост, жизненный опыт. Нечего обрабатывать. У пожилого длинный жизненный хвост, но который он не может обработать, так как у него уже зашлакован мозг. Нечем обрабатывать. С точки зрения сегодняшнего уровня развития общества, пожилые люди считаются отработанным шлаком и должны быть убраны из него. С другой стороны, дальнейшее развитие общества невозможно при такой смехотворной продолжительности жизни – 70-80 лет, так как деградация от термически обработанной пищи начинается уже с 35-40 лет. И тогда же заканчивается творческое развитие человека. Оставшиеся 40 лет человек доживает, постепенно теряя способности мозга обрабатывать накопленный информационный багаж. Поэтому для дальнейшего развития общества нам нужны люди в возрасте с восстановленной работоспособностью мозга. Молодые пожилые люди. В книге Ефремова А.И. «Час быка» описано общество, поделенное на быдло, кжи, краткоживущих, и элиту джи, долгоживущих. Современное общество можно уверенно зачислить в разряд кжи, так как термически обработанная пища всех нас сделала краткоживущими. К этому добавляются следующие факторы, ограничивающие уровень развития и продолжительность жизни краткоживущих кжи: алкоголь, табак, телегония. Механизм действия алкоголя. Информация Первого мединститута, город Санкт-Петербург.
При поступлении в кровь алкоголь начинает соприкасаться с эритроцитами, красными кровяными клетками, которые переносят кислород от легких к тканям и углекислый газ в обратном направлении. Спирт, как известно, используют для обезжиривания и очистки поверхности. При попадании в кровь он обезжиривает оболочку эритроцитов, так называемый липидный слой. Красные кровяные клетки при этом приобретают новые свойства. Они начинают слипаться друг с другом, образуя грозди, размер которых определяется количеством выпитого. Кровеносная система человека в отдельных частях тела, мозг, сетчатка глаза, являет собой тончайшие капилляры. Причем диаметр некоторых, наиболее тонких из них, соизмерим с размером эритроцитов. Появившиеся в крови грозди эритроцитов образуют в тонких капиллярах тромбы, и кровоснабжение отдельных групп нейронов головного мозга прекращается. Происходит онемение, а потом и отмирание отдельных микроучастков головного мозга, которые воспринимаются человеком как якобы безобидное состояние опьянения. В этом состоянии часть нейронов головного мозга погибает, а восстановление обратимых последствий наступает при благоприятных обстоятельствах в течение 2-3 лет. Так как праздники у нас с обязательным приемом алкоголя несколько раз в году, то на максимальный уровень своей мозговой деятельности краткоживущие не выходят никогда. Синдром похмелья – не что иное, как процесс, связанный с удалением при помощи тока жидкости из головного мозга нейронов, погибших из-за отсутствия кровоснабжения. Тело отторгает погибшие клетки. С этим связаны утренние головные боли и жажда. Принимавший алкоголь в буквальном смысле слова мочится своими собственными мозгами. Я понимаю, что паразиты спят и видят, чтобы простые люди оглупляли себя алкоголем. Но вам-то это зачем? Немного старой статистики, но, тем не менее, актуальной и сейчас. Первое. В России в 2002 году 72% от всех раскрытых убийств совершены в состоянии алкогольного опьянения. Всего по стране совершено около 30 тысяч убийств. Второе. Обновление мужских половых клеток, поврежденных однократной выпивкой, длится 2,5 месяца. Зачатие ребенка в этот период может привести к рождению неполноценного ребенка. Для женщин такого восстановительного периода не существует, так как все женские фолликулы сформированы к моменту рождения девочки. Каждый прием алкоголя женщиной – это нарастающая угроза здоровью ее будущих детей. В Автозаводском районе города Нижнего Новгорода из общего числа детских садов, всего 90 детских садов, 32 детских сада, 35%, для отсталых и болезненных детей. Результат безграмотности и безответственности людей в вопросах алкоголя и табака. В 1987 году произошло удивительное событие. В этом году в СССР количество мальчиков, рожденных с отклонениями, которые не позволят им в будущем служить в армии, сократилось в 32 раза. 3% от предыдущего уровня. Если мальчики стали рождаться здоровыми, то такими же здоровыми стали рождаться и девочки. Что же произошло? А произошла простая вещь. Принятые в 1985 году в СССР ограничения на продажу алкогольной продукции породили массу очередей, страждущих потребителей алкоголя, которые вытолкнули молодежь из сферы потребления алкоголя. В результате трезвая молодежь зачала в 1985-1987 годах и нарожала здоровых детей. Вот примерно такие очереди спасли наших детей от вырождения в 1987 году. После окончания антиалкогольных мер в СССР количество рождений физически и умственно искалеченных детей снова пришло к предыдущему уровню. Поэтому, если вы встречаете на улице искалеченного от рождения человека, то вероятность того, что это не алкогольный случай,
составляет всего лишь 3%. Употребление алкоголя в детородном возрасте – это просто преступление перед будущими поколениями. Информация подготовлена по материалам выступления Жданова В.Г. в Государственной Думе РФ. Очень плохо, когда целомудрие защищено только стыдом. Как показывает практика, телевидение легко пробивает этот барьер, и нет понимания реальной опасности для будущих поколений. Кроме стыда, нужно иметь и понимание сути явления, что гораздо надежнее. Проживание в городах также не способствует развитию способностей человека. Город сам по себе – это абсолютно антиприродное создание, способное существовать только при насильственной подаче энергии, воды, откачке фекалий и вывозе твердых отходов. Исчезновение любого из этих факторов делает жизнь в городе невыносимой, так как квартиры сразу превращаются в зловонные бетонные коробки, окрестности домов – в помойки, а миллионная ценность жилья в городе тут же падает до нуля. В отличие от городских квартир, сельское жилье не боится исчезновения ни одного из этих факторов, так как оно самодостаточно и экологично. Город диктует жителям свои правила. В городе неуютно чувствует себя бородатый мужчина, так как у него есть дополнительные источники связи с окружающим миром. Усы – оценка текущей ситуации. Борода – богатство рода, связь с родовым наследием. Дают информацию, противоречащую проживанию в городе. Семьи не должны жить штабелями друг на друге. Сбрил усы и бороду, и уже нет сигнала «нет проблем». В образ, описываемый фразой «на совет собрались великие мужи», не вписываются бритые мужчины. Бородатый подкаблучник – такой образ формируется с трудом. А вот картина бритого подкаблучника складывается очень легко. Выражение «ничего, мы и сами с усами» означает, что и у нас есть инструмент для решения сложных вопросов. Это аналог усов у кошек и собак. Борода также диктует мужчине формирование родовой структуры, которая противоречит пирамидальным структурам управления. В пирамидальные структуры управления плохо вписываются бородатые. Этой системе нужны вечные мальчики, бритые мужчины. Превращение зрелого мужа в вечного мальчика. Женщины в городе тоже ограничивают сигналы, поступающие от волос на голове. Очень многие отказываются тянуть свою женскую долю и обзаводятся короткими стрижками, почти как у мужчин. Нет сигнала – нет проблем. Еще один винтик системы готов к работе. Но на конкурсах красоты нет стриженных женщин, потому что мужчины подсознательно понимают, что длинные волосы у женщины – это не только красота и здоровье, но и благополучие детей и всей семьи. Так выглядит берегиня своего мужа и своей семьи. Длина волос – фактор нешуточный и совсем не случайно. Наши музыканты стараются обзавестись длинной шевелюрой. Им нужны антенны для связи с ноосферой, откуда и транслируются в мир новые музыкальные идеи. Граница биополя человека находится на расстоянии 5-7 метров, и ее легко обнаружить, подходя к уличному фонарю, у которого начинает перегорать люминесцентная лампа, горит неустойчиво. Часто при пересечении лампы границы биополя лампа реагирует, или гаснет, или наоборот загорается. Таким образом, наше биополе находится у соседей, а их биополе у нас в квартире. И мы уже давным-давно биополевые непутевые родственники. Не думаю, что такое наложение биополей разных семей способствует гармоничному развитию детей. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.